Всем привет! Меня зовут Наталья. Вы на моем канале. Я решила сделать такое небольшое дополнение к тому видео по футболкам, которые я показывала. Я покажу, как вывязывается в такой горловине, да, а-ля Изабель, как делаются прибавки, как делала их я. Так, и дальше мы распределим петли, развесим маркеры, но укороченные ряды я в этом видео вязать не буду, потому что будет вторая часть, как пройти укороченные ряды именно по вот этому мелкому узору и как сделать так, чтобы ваше начало ряда не оказалось по центру вязания. А для тех, кто будет вязать по глади точки разворота, я оставлю ссылку на видео именно по точкам разворота. Предлагаю вам взять пряжу, спицы и связать их там со мной. Там 4 вида. И выбрать для себя самый оптимальный и самый удобный вариант точек. Основной принцип вязания вот этой горловины, так, это смена номера спиц. За счет этого она вот так расходится красиво. Значит, сколько нужно номеров этих спиц поменять. Так? Если это не сильно широкая резинка, например, это 5, 6, 7 сантиметров, то вам будет достаточно 3-4 номера спиц для смены. Если это более широкая, ну, возможно, и 5, и 6. Значит, сначала вы определяетесь, каким номером спиц вы будете вязать основное полотно. У меня это, к примеру, 3,5 я вязала здесь, в этом образце. Так, значит, начинала я 2,5, затем я перешла на 3, затем на 3,25 и затем на 3,75. Так, таким образом я 4 раза меняла номер спиц, а уже основное полотно я перешла, то есть закончила я 3,75, а перешла на 3,5, то есть слегка меньше. Да, я так вязала футболку. Если вы после горловины будете закрывать петли и затем по кромочным делать набор, вы там более свободны и можете брать и больший номер спиц, и даже намного больше. Дело в том, что тогда у вас, когда вы закрыли горловину, она у вас более фиксированная и меньше расплывается. То есть, ну, вы понимаете. А если вы делаете по открытым петлям, то лично я советую после большего номера спиц, то есть 3,75, я перешла на 3,5, чуть-чуть меньше. За счет этого не будет резинка так сильно разъезжаться. Так, что нам может понадобиться? Конечно, пряжа и разный номер спиц. Как минимум 3 номера должно быть. Я беру от 2,5 до 3,5, значит 2,5, 3, 3,25 и 3,5. Маркеры, начало ряда, конечно, центр, то есть будем делить пополам горловину, так, и это уже для регланных линий я взяла. Маркер, который у нас будет обозначать начало ряда, должен быть такой хорошо виден, для того, чтобы вы на него реагировали. Набираем на самый меньший номер спиц то количество петель, которые вы посчитали. Считать надо именно по самому меньшему номеру спиц. Если вы будете считать по какому-то другому номеру спиц, ваша горловина будет, например, маленькая. Это самый сложный период, поэтому делайте как можно меньше ошибок. То есть делайте образец по самому меньшему номеру спиц, потому что горловина ваша больше ничем не обрабатывается и на ней все держится. Набираем обычным способом. Набираю обычным способом длинный хвост свое количество петель. Я набираю так, чтобы у меня была одна петля для смыкания. Ее в расчет не беру. Дальше набираю обычным вот способом
то количество петель, которое мне надо. Еще важно, чтобы ваше количество петель было нечетным, потому что две центральные петли, от которых будем делать прибавки, должны быть 2 петли лицевые, поэтому и нечетное количество петель. Я набрасываю на вот эту петельку дополнительную, набрасываю ту петлю, которая подвижная, вот хвостик у нее тут ходит туда-сюда, да? То есть соединяю в круг таким образом. Соединяю в круг. Там, где подвижный хвостик, вот, затягиваю, возвращаю петлю назад и вешаю маркер начала ряда. Повесили маркер, значит, свое количество петель мне надо поделить пополам. У меня 99 петель пополам, это 44, одна лишняя. Я дохожу до 44 петель, да? 44 петля и которая одна лишняя должны быть лицевые. Поэтому начинаю я с изнаночной петли. Изнаночная петля. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Лицевая, лицевая, скрещенная. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Изнаночная, лицевая, скрещенная. Ну и так доходим, считаем, подходим к 44 петле. Так, 1, 42, 43, и вот моя 44 петля. Так, вот 44 петля. Она лицевая, я ее провязываю не скрещенной. Не скрещенной и вешаю маркер в середину ряда. Это не середина, да, середина ряда. Следующая петля у меня тоже лицевая, не скрещенная. Дальше идет изнаночная. Лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная. Так доходим до самого конца. Во втором ряду, когда я дохожу до маркера белого, то есть до центра ряда, дохожу до центра и из лицевой петли делаю прибавку из петли предыдущего ряда. С одной стороны провязываю ее лицевой, это я прибавляю лицевую петлю. Вот. Дальше с другой стороны все, дальше иду вязать. Это мы прибавили лицевую петлю. В следующем ряду мы ее просто провяжем лицевой, причем уже скрещенной. Так, я опять подошла к центру. Так, и прибавленную петлю я провязываю скрещенной за заднюю стенку, а центральную я провязываю не скрещенной, и та, которая после маркера, вторая, я тоже провязываю не скрещенной. Дальше провязанную, добавленную петлю я провязываю скрещенной и прохожу таким образом до конца ряда. Я дошла до начала ряда, мне надо поменять номер спиц.
снимаю маркер, так, и начинаю вязать, начинаю вязать другим номером спиц. С изнаночной петли хорошенько подтягиваем и иду дальше. Если у вас съемные спицы, переставляйте номер спиц. Дохожу опять до центральной петли, провязывая лицевую скрещенной, которую добавляли. Так, и теперь нам надо по узору добавить изнаночную петлю. Мы делаем прибавку точно так же, как делали до этого, и провязываем лицевой. Да, здесь мы провязываем лицевой, а уже во втором ряду мы ее провяжем изнаночной. И здесь лицевой. Дальше добавленная петля, скрещенная, изнаночная и так далее. Дохожу до начала ряда, довязываю последние петли, убираю спицы меньшего размера, вешаю маркер и таким образом меняем номер спиц через определенное количество петель. Опять-таки начало ряда хорошенько затягиваем тут все возле маркера, чтобы не было никаких дырок, и вяжем дальше. Я дошла опять до центра, так, и вот эту петлю, которую я только что прибавила, у меня по узору она должна быть изнаночной. Я ее изнаночной и провязываю. Эту петлю провязываю не скрещенной, 2 центральные петли, да? Вот. А эту петлю я тоже провязываю изнаночной. Вот. Дальше у меня скрещенная, изнаночная. Таким образом мы вписываем в узор вот эти добавленные петли. Вот. То есть у нас 2 петли лицевые не скрещенные. Дальше мы по очереди провязываем. Сначала лицевую добавляем, то есть через ряд получается. В одном ряду мы прибавляем петлю, в втором ряду провязываем ее. Дальше добавляем опять лицевую петлю, но уже в следующем ряду провязываем ее изнаночную. И таким образом, сколько бы мы ни прошлись, у нас будет увеличиваться вот эти петли. Так, будут расходиться вот так. Так, я дошла до конца ряда. Так? То есть я прошла все 4 номера спиц. Я немного не на 3,5, а последний у меня 3,75. И вязать я буду на 3,5, потому что я как-то недооценила пряжу. В принципе, можно и побольше номер спиц взять. Значит, смотрите. Дальше такая история. Можно закрыть, сразу закрыть петли. То есть, значит, что делаю? Да? Снимаю петлю, провязываю лицевую и петлю эту набрасываю. Вот, да? Здесь у меня изнаночная, провязываю изнаночную петлю, набрасываю. Так. Опять лицевая. Ой, куда это? Лицевая и петлю набрасываю, ну и так далее. Закрываю достаточно свободно закрываю. Можно даже взять больший номер спиц, например, взять еще 4 для того, чтобы закрывать здесь достаточно свободно. Ну, просто я любитель все позатягивать. Если вы как бы не сильно это любите, то вам можно не менять. Но мне, скорее всего, надо брать больший номер спиц. И затем, когда таким образом я закрою все изделие, так, по кругу, все изделие, я уже тогда за вот эти кромочные, которые у меня образовываются, да, подцепливаю нить. Сначала можно брать, сначала можно взять, допустим, спицы потоньше, первый ряд,
и затем уже перейти на те спицы, которыми вы будете вязать. В принципе, это неплохой вариант. На розовой футболке, которую я вязала, я делала именно такой вариант. После того, как я все закрыла, сделала новую разметку маркерами. То есть у меня начало ряда будет возле регланной линии, и набор петель я делаю от начала этого маркера. То есть он у меня будет возле регланной линии на спине. Так? Сейчас я буду показывать другой вариант. Мне кажется, что этот вариант более проще и как бы логичнее даже. И скорее всего многие так и будут делать. Так? Поэтому я покажу сейчас другой вариант. Сейчас распущу это дело. И покажу как раз тот вариант, который я делала в лавандовой футболке. И второй вариант — это когда мы будем делать разметку и смещать, не обрывая нить. То есть наше начало ряда мы сместим к регланной линии. Но для начала нам надо в любом случае, хоть в первом, хоть во втором, нам надо сделать расчет по реглану. Делаем самый обычный расчет. Значит, можете как бы себя проконтролировать, затем одевая эту горловину на себя и отмечая эти регланные линии, вы как бы поймете, насколько, как оно сядет, где там центр плеча и как оно пойдет на спинку, по переду, вы все это увидите. Но принцип, как считать, я покажу. Значит, у меня 99 петель было изначально, плюс я прибавила, значит, 8 и 8, да, того 16 петель у меня прибавленных. Про какие прибавленные петли я говорю? Про вот эти прибавленные петли я говорю. Вот. У меня прибавилось 16 петель, итого у меня стало 115 петель. 115. Вот эту цифру я поделю сейчас на 3. У меня получается неровное число, это 38 там с копейками, так? Тут у меня 115. Значит, что я делаю? 38 разбиваю на рукава пополам. Что это будет? 19, так? 19, 19. Дальше у меня здесь будет, ну пусть будет здесь 38, так? А здесь 39. Вот так вот сделаем. Так. С рукавов я убираю по 2 петли на регланные линии. Итого у меня здесь остается 15 петель уже, а не 19. Так. И дальше еще что мы делаем? У нас будут точки разворота. Значит, вот будет начало ряда. Так. Первая точка разворота. Затем вторая, третья, четвертая, пятая. Дальше идем вот таким образом. Сюда проходим, так? И опять тут будет как бы 6-я, 7-я, 8-я, 9-я, 10-я. И дальше мы придем вот сюда и начнем здесь делать вот такими кругами точки разворота. Шаг какой здесь будет, ну это каждый решает индивидуально. Я, допустим, сделаю шаг, здесь у меня будет 2 петли, вот здесь я буду ходить, будет шаг 2 петли. А когда я перейду уже по горловине, у меня здесь будет шаг 3 петли. Вот так. Значит, согласно вот этому уже с точками разворота я должна сделать что? 5 точек у меня вот этих, которые, то есть сколько у меня здесь точек, столько я должна отминусовать, то есть сделать разницу между передом и спинкой. Я это делаю. Я отминусовываю 5 петель, то есть у меня здесь будет, ну ладно, 34,
немножко неправильно сделала. Так, 34, а здесь наоборот добавляю. То есть 5 петель, и у меня здесь будет 43 петли. Так, 43 петли. Я думаю, так, раз у меня вот здесь вот такая горловина, и я хочу, чтобы она была как бы не кругленькая, да, а я хочу, чтобы она была более такая V-образная, то мне как бы даже маловато эта разница. Так, и я хочу ее сделать больше. Я хочу сделать, я, допустим, уберу отсюда эти 3 петли. Так, сделаю, допустим, во-первых, я здесь сделаю четное количество петель по переду, а вот эту одну петлю я ее уберу на спинку. Я здесь сделаю, допустим, 48 петель, так, 48 петель. То есть я прибавила сюда еще 5, а отсюда уберу 5, и у меня здесь останется 29 петель. Мне надо, конечно, все пересчитать. Так. И количество у меня должно сойтись. И тогда я приступаю к разметке маркерами. Так, и теперь, когда мы все проверили, все у нас по расчетам правильно, мы должны распределить петли. Распределяем от центральных петель. Я поэтому лишнюю петлю выбрасываю на спинку. Мне ее делить не нужно. А по переду, так как у меня по центру идут сразу 2 петли, я поэтому здесь делаю четное количество петель. То есть у меня 48 петель, делю напополам. Отсчитываю 24 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Беру маркер, который приготовили. Так. Дальше у меня 2 петли, это регланные линии. 2 петли. Я между ними вешаю маркер. Дальше эту петлю я не считаю, потому что это идет к регланной линии. Дальше у меня 15 петель рукава. Считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И дальше у меня 2 петли. Это опять-таки регланные линии. Между ними вешаю следующий маркер. И этот маркер, это будет уже вот этот самый, который заметный. Это маркер начала ряда. Одеваю. Теперь делаю все то же самое со второй половиной. И теперь нам надо прийти к вот этому началу ряда. Если вы закрыли все петли, то у вас проблем нет. Вы отсюда по закрытым петлям сделали набор по кругу, пришли опять в начало ряда, и у вас вопросов нет. Если вы этого не делали, так, то тогда вы просто доходите вот этой скрещенной резинкой до начала ряда. Резинка довольно широкая, вы не заметите, не будет видно, что, то есть не критично, скажем так. Я дохожу 1 петля до маркера, я уже вот дошла и все, остановилась. Дальше я буду проходить просто лицевой ряд, а то и 2. Значит, если это тонкая нить, то лучше даже 2. Ну, это на мой вкус. Потому что, когда я сразу начала делать узор, либо через 1 ряд, мне, например, на тонкой пряже не очень понравилось. Это как-то очень... То есть, хорошо, когда резинка чем-то отделена от узора. Здесь я буду делать 1 ряд, потому что нить, в общем-то, оказалась не такой уж тонкой, как я думала. Значит, я уже делаю... Ага, стоп. И еще не все. И я сейчас перейду на другие спицы. То есть я беру спицы, которыми буду уже вязать основное полотно.
И по сути у меня начало ряда начинается с первой петли. Это регланная линия, она же. С первой петли, которая идет перед маркером. Так. Вот. И дальше я иду лицевыми петлями, провязываю все, что нужно провязать, и встречаемся здесь. Дальше мы не доходим одну петлю до начала ряда, и с нее с двух сторон от маркера начинаем делать прибавки. Прибавки точно такие же, как делали по горловине, один в один. Но это я так делала. Значит, здесь я укороченные ряды показывать не буду. Точки разворота у меня есть отдельное видео, можете посмотреть внизу. Значит, если это по лицевой глади, ну, много есть на ютубе видео, а по узору это вообще, я считаю, не для новичков, потому что сама очень сильно заморочилась с этим. Единственное, что скажу, что в таком мелком узоре, который точки разворота надо провязывать и то лицевые, то изнаночные, я выбрала метод другой. Я обычно использую немецкий метод, но в этот раз я использовала метод с накидами. Он тут как раз кстати был. Надеюсь, вам видео было полезным. Поставьте за мою работу лайк. Буду рада вашим комментариям, подпискам. Желаю, чтобы ваше вязание было легким и приятным, а изделия были самые-самые красивые. Всего доброго. До новых встреч. Пока.